Рада приветствовать вас в своем осеннем саду. Я Светлана, и мы сегодня пойдем с вами смотреть мою плетистую розу Main Tower. Ее еще называют Main Tower. Очень яркая, красивая. Расскажу ее характеристики, где посажена, как выглядит, как цветет. Будет очень ярко и красиво. Идемте. Выведена эта роза была Кристофером Уорнером. Это вице-президент британской ассоциации, есть такая, селекционеров роз. В каком точно году, так и неизвестно. Не запатентовал, видимо. Очень яркая, необычайно рослая, запоминающаяся роза. Бутоны при раскрытии вначале красные, как бутоны, а потом при раскрытии становятся как цвет морковки. Ярко-оранжевая с оттенком лососевого. Эта роза будет привлекать внимание всех, даже если посажена в самом дальнем уголке сада, как у меня. Я отделила плодовый сад этой розой и посадила рядом с гортензией. На контрасте красиво смотрится. Цветы крупные, держатся в распуске очень долго, не выгорают, не портятся дождем, густо-махровые. Я вообще густо-махровые розы люблю и крупноцветковые. Вот она как раз на пятерочку попала. Лепестков у этой розы очень много, и поэтому, когда цветок полностью раскрывается, крайние лепестки как-то как закручивается даже наружу. Серединка прикрыта у этой розы всегда. Ну, когда уже опадают лепестки, тогда можете серединку увидеть. Цветет кистями. В кистях может быть до 5-9 цветов. И одиночными может цвести. На солнце цветы не выгорают очень долго. Цвет остается ровный, одинаковый. Как я сказала, цветок держится очень-очень долго. 10, 12, 15 дней, смотря какая погода. Если не очень жаркая, то долго. Размер цветка до 12 сантиметров. Довольно большой для плетистой розы. Аромат, я бы сказала, средней интенсивности, хотя по характеристикам говорят, что сильный. Шипы, видите, красные, не очень большие. Мне есть чем сравнивать. Есть у меня такая роза, что даже до листиков невозможно дотронуться. И за одежду цепляется, и за руки. А у этой не очень большие шипы, поэтому при укладке и при уходе более-менее с этой розой можно договориться. Видите, куст не сильно облиственный. Сам куст сильный, ветви мощные, листва темно-темно-зеленая, такая как восковая, полуглянцевая. Или даже я бы глянцевая сказала. Шипов не очень много, стебли жесткие, то есть ее укладывать на зиму немного проблематично. Не самая жесткая роза, все-таки в 2-3 приема я ее сгибаю. Но этой розы, знаете, какая особенность, что у нее не очень много листвы, мало облиственный куст. И когда закрываешь на перголе или на беседку, вы решите ее посадить, будет прозрачность, то есть плотной стеной
такой она не закроет. И она не очень широкая, эта роза. В высоту 2,5 до 3, а в ширину метр, метр 20, ну 1,5 может быть. У меня так выглядит она широкая, потому что весной при раскладке ветвей я веером их разложила немного на сторону, в сторону дома. Каждую веточку разложила как веер, чтобы придать кусту объем. И поэтому кажется, что она широкая. Цветок, смотрите, какой красивый. И даже вон видно листва, какая темная, глянцевая. Очень красивая эта роза в вечернее время. При закате сами цветы, как будто подсветка неоновая играет. Лучи солнца с обратной стороны у меня получается закат сзади куста. И как подсветка неоновая так переливается. Ну и на фоне гортензий. Особенно когда бабочки, пчелы. Это Magical Flower гортензия. Сейчас она уже цвет поменяла, розовая. В общем, этой розой я очень-очень довольна. Мало подвержена болезням, мороза устойчива. Вообще считается, она 6-я зона морозостойкости до минус 23. У меня 5-я, поэтому я укрываю на зиму. Ну, я все розы укрываю агроволокном. В болезнях не замечено. Может быть, немножко в конце уже сентября, в начале октября черная пятнистость. А так никаких проблем с этой розой нету. Советую, сажайте. Красивая, будет привлекать взгляд, радовать вас такими яркими красками и создавать хорошее настроение. До встречи в следующем видео. Всего хорошего!